Кстати, о Гайо двое храбрых мужчин во время обычного похода и восхождения обнаружили этот странный вход в пещеру на вершине горы. Он был плотно запечатан, но благодаря смекалке и силе им удалось вскрыть дверь, скрывавшую внутри темноту. И то, что они нашли дальше, было трудно поверить. Но прежде чем мы начнем, влепите лайк, подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить наши следующие истории. Утреннее солнце разливало теплое золотистое сияние над пиками, когда Броди и Майк остановились, чтобы перевести дух. Они были на середине запланированного маршрута, который привел их к крутому горному утесу. Это было дерзкое восхождение, которое отпугнуло бы большинство альпинистов. Но Броди и Майк смотрели вверх с уверенностью. Оба были опытными туристами, привыкшими к суровой местности, сложным подъемам и даже случайным встречам с дикой природой. Вот почему они знали, что смогут одолеть этого зверя среди скал, но они никак не ожидали найти здесь что-то подобное. Майк указал на крутой утес, возвышающийся перед ними. Это был тяжелый подъем, но ничего такого, к чему бы они не подготовились. Броди ухмыльнулся, заметив блеск азарта в глазах друга. Они начали восхождение по склону, вонзая пальцы в желоба и цепляясь за камни шаг за шагом. Тихий ветер касался их лиц, и какое-то время они лезли в тишине, сосредоточившись на поиске надежных зацепок и поддержании равновесия. Но вскоре внимание Броди привлекло нечто необычное. Примерно на половине пути вверх по утесу он заметил странное образование справа от них. Прищурившись, он наклонился ближе, всматриваясь в то, что казалось прямыми линиями, высеченными в скале. Слишком прямыми, чтобы быть созданными природой. «Эй, Майк, зацени это!» — позвал он жестом, приглашая друга подойти. Майк, все еще сосредоточенный на маршруте вверх, взглянул на него с легким нетерпением. Когда Майк подошел ближе, он тоже замер. Его брови сошлись в замешательстве. Там, на склоне утеса, были странные, идеально прямые линии, которые выглядели так, будто их намеренно высекли в камне давным-давно. Эти вырезанные края никак не вписывались в остальной природный ландшафт. Майк призвал друга быть осторожным, но интерес Броди уже разгорелся слишком сильно. Он отклонился от намеченного маршрута и двинулся к узкому выступу, на котором стояла эта причудливая рама. Майк и Броди обнаружили в глуши загадочную гладкую конструкцию, которая выглядела неуместно. Заинтригованные ее точными неестественными линиями, они внимательно осмотрели ее и пришли к выводу, что она создана человеком и, возможно, напоминает дверной проем. Движимые любопытством, они решили провести дальнейшее расследование и использовать свое альпинистское снаряжение, чтобы создать систему рычагов в попытке открыть или сдвинуть конструкцию. Вспомнив технику узлов, которую он выучил много лет назад в бойскаутах, Броди создал надежную систему блоков. Они зацепили эти веревки за гигантский валун, используя шлембуры, которые обычно использовались для закрепления на крутых скалах. И теперь, когда все части системы были прикреплены, для завершения работы требовалась только мускульная сила. «Готов?» — спросил Броди, когда его хватка затянулась на веревке, которую он только что закрепил. Майк решительно кивнул. «Давай сделаем это». Они потянули вместе, напрягая мышцы и крепко вцепившись руками в веревки. Мало-помалу валун начал сдвигаться, скрежеща о камень с глубоким рокотом. С последним совместным усилием массивный камень повалился назад, приземлившись с громким грохотом, который отозвался вибрацией по всему утесу. Перед ними, там, где раньше стоял валун, открылась темная дыра,
ведущая в самое сердце утеса. Два друга посмотрели друг на друга, их глаза расширились от возбуждения и легкого налета осторожности. «Как думаешь, что там может быть?» — с любопытством спросил Майк у Броди. Но оба друга знали, что есть только один способ выяснить это. Их маршрут наверх пришлось отменить. 5-мильный поход через лес за этим утесом не был и в половину так увлекателен, как блуждание по таинственной скрытой пещере. Броди и Майк приняли решение. Они были готовы исследовать эту тьму. Но то, что они найдут внутри, не было похоже ни на что, чего они могли ожидать. Их открытие подтолкнет их в направлении, к которому никто не мог их подготовить. Друзья отстегнули свои страховочные анкеры от скалы и зажгли фонари для предстоящего пути. «Чувак, воняет тухлыми яйцами», — с отвращением сказал Броди. Майк констатировал, что наличие серы в таком туннеле имеет смысл. Эти стены идеально вырублены, что явно указывает на их рукотворное происхождение. А чтобы прорубить такой туннель, им нужно было использовать динамит, который содержит высокий уровень серы. А сера пахнет тухлыми яйцами. Объяснение Майка было логичным, но оно также заставило Броди занервничать. Он понимал, почему туннели нужно пробивать динамитом, но что, если взрывы сделали весь этот склон горы нестабильным? Они направлялись вглубь темного коридора, где повсюду существовала вероятность обрушения камней. Мужчины на мгновение остановились, чтобы все обдумать. Они были достаточно близко к выходу, чтобы мгновенно прервать свою миссию, но любопытство по поводу того, куда ведет этот туннель, все еще не покидало их. И тут произошло нечто, что полностью решило исход их дискуссии. Броди посмотрел на свет снаружи, проникающий в туннель позади них, и уже собирался идти к нему, как вдруг из глубины горы раздался громкий завывающий звук. Вы могли бы подумать, что эти двое вылетят из туннеля в течение нескольких секунд, но вы ошиблись бы. Помимо страха, что конструкция обрушится на них, они больше всего на свете хотели продолжить исследование. Броди и Майк были адреналиновыми наркоманами, и этот звук легко подтолкнул их навстречу опасности. Мужчины развернулись обратно к темноте и побежали к ней. Звук продолжался, ведя Броди и Майка вглубь. Так они и поступили. Мужчины бежали по гладкой поверхности, изредка наступая в сырые лужи, пока не увидели второе доказательство человеческой деятельности. Здесь к стенам были прислонены инструменты. В основном это были лопаты и кирки. Броди поднял одну из них, осматривая каждую деталь. И тут он кое-что заметил. Лезвие лопаты было все ржавое и изъеденное коррозией. Не говоря уже о том, что лопата стояла в глубокой луже. Но ручка, деревянная ручка, выглядела почти как новая, как будто ее купили не более пары лет назад. Броди и Майк предположили, что тот, кто вырыл этот туннель, должно быть, сделал это много лет назад, оставив этот склон заброшенным почти на такой же срок. Но это меняло дело. А что, если мы здесь не одни? Сразу после того, как Броди произнес эти слова, звук снова пронесся мимо их ушей, и на этот раз он напугал их еще сильнее. Пронзительный шум на этот раз казался ближе, а его интонация варьировалась сильнее, чем раньше. Броди и Майк услышали формирование слов, за которым последовал бодрый свист. «Он идет в нашу сторону. Прячься», — прошептал Броди другу. Там не было ни большого валуна, ни угла, за которым можно было бы спрятаться, а выход был слишком далеко, чтобы бежать к нему. Поэтому Броди и Майку оставалось только встать у противоположной стены и максимально прижаться к ней. Они выключили фонари и затаили дыхание, пока свист приближался. Дуэт увидел пожилого мужчину, который подошел к инструментам,
взял лопату и повернул обратно. Источник света старика, простая масляная лампа, становился все меньше вдали, и Броди с Майком поняли, что они должны следовать за ним, если когда-нибудь захотят узнать, что здесь происходит. Глаза Майка расширились от недоверия, когда старик поднял сверкающий камень. «Чувак, это золото», — прошептал он, наклоняясь ближе к Броди. Броди быстро заставил его замолчать, боясь, что их обнаружат. Но тут человек подошел к машине, за которой они прятались. Низкое гудение и прилив жара напугали их. Машина, на которую они опирались, с ревом ожила, и они почувствовали сильное тепло, исходящее от металла. Не в силах выносить жар, они закричали и отпрыгнули назад, хватаясь за лица. Машина оказалась угольной печью, которую только что включил старик. Болезненные крики парней прозвучали как сигнал тревоги в этой пустой системе пещер. Загадочный старик отреагировал агрессивно, когда услышал Майка и Броди, поначалу противостояв им с киркой и обвиняя в попытке украсть то, что он называл своим блеском. Несмотря на подозрительность, Броди поднял руки в знак капитуляции, быстро объяснив, как они случайно наткнулись на туннель. Услышав их объяснение, старик в конце концов успокоился и согласился провести их дальше, в туннель. Когда они следовали за ним по узкому проходу, он открыл, что его зовут Боб, и что он живет в горах более 40 лет. Боб объяснил, как он обнаружил золото еще в 1980-х годах, и за эти годы вырыл всю эту систему туннелей вручную и с помощью взрывчатки. Иногда он уходил на охоту или для ремонта инструментов в хижину на поверхности, но в остальное время оставался в горе, пополняя свой растущий запас блеска, как он его называл. Когда они вошли в комнату побольше, Броди и Майк потеряли дар речи. Перед ними лежала возвышающаяся куча золотых самородков, сверкающих в тусклом свете масляных ламп. Зрелище было сюрреалистичным. Сверкающее золото резко контрастировало с грубым темным камнем стен пещеры. У Майка отвисла челюсть. «Это, должно быть, стоит миллионы долларов», — благоговейно прошептал он. Боб кивнул с тенью гордости на лице. Но Броди заметил в глазах Боба усталый взгляд, как будто вес всего этого золота придавил его, а не возвысил. По мере того, как Боб рассказывал больше, друзья начали понимать. Боб стал одержим блеском, собирая все больше и больше золота каждый день, но у него никогда не было плана, что с ним делать. Будучи в изоляции так долго, он потерял всякое представление о том, как вернуться в общество или использовать свое состояние. Броди и Майк обменялись взглядами. Им стало жаль Боба, когда они поняли, что он в ловушке не горы, а собственной одержимости. Мягко они предположили, что ему не обязательно продолжать так жить. Есть выход. Он мог бы наслаждаться богатством, накопленным за все эти годы, и они даже помогли бы ему. Боб казался нерешительным, но Броди и Майк говорили терпеливо и по-доброму, убеждая его, что он заслуживает большего, чем просто жизнь землекопа в темноте. Они заверили его, что его золото может дать ему лучшую жизнь, в которой он сможет отдыхать и быть свободным от одинокого туннеля. Наконец Боб согласился, хотя на его лице читалась неуверенность. С помощью Броди и Майка он выносил золото из горы по частям. Троица работала без устали, полная решимости помочь Бобу начать новую главу в его жизни. Медленно кучи золота превращались в его будущее. После недель переговоров и транспортировки золото в ближайший город они нашли надежного покупателя. Боб в недоумении наблюдал за совершением сделки. Итоговая сумма была ошеломляющей — 23 миллиона 823 тысячи $900.
Впервые он осознал, как много он накопил за эти годы в горе. Друзья знали, что помогли Бобу не только вынести золото из горы. Оглядываясь назад, Броди и Майк часто смеялись над своим приключением в горах. Они были благодарны за неожиданный урок, который они получили о дружбе, свободе и о том, что действительно важно в жизни. Важно не то, сколько у тебя есть, а то, что ты с этим делаешь. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы никогда не пропускать наши следующие истории.